Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков и подписчиц. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Вы в свою очередь берете любые ниточки, какие у вас есть, потому что все узорчики универсальные. Из любой пряжи можно их вязать. Я сегодня покажу ниточки вот такие вот Ярнард Виолет. Новички, кто еще из таких ниточек не вязал, не работал с ними, смотрите. Тут получается в 50 граммах находится 282 метра. Это стопроцентный мерсеризированный хлопок. Так, если кому цвет понравился, цвет немножечко темнее на камеру передается, так он чуть посветлее, как травка. 63-32 цвет. И крючок нам здесь советует производитель брать 2,5 миллиметра. Но я вязала данную ниточку крючком номер 2, и я буду вязать крючком номер 2. А вы в свою очередь берите пряжу, какая у вас есть, читайте аннотацию, какой вам советует крючок брать производителей, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов, это получается 30 петелек. И еще одну воздушную петельку, чтобы узорчик красиво закончился. Итого получается 31 воздушная петелька. Ну а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь 31 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот наш будущий образец. Далее, как и во многих узорчиках, предлагаю сделать вспомогательный ряд. Это столбики с накидом. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Считаем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем. Вытягиваем ниточку. Провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку точно так же ныряем, провязываем столбик с накидом. И так далее. В каждую следующую петельку ныряем, провязываем столбик с накидом до конца ряда, сами себя контролируем. То есть если у меня 31 воздушная петелька, значит должно получиться 31 столбик с накидом. А вы в свою очередь смотрите, сколько вы набрали, больше-меньше, столько у вас должно быть столбиков. Не забываем, что первые 3 петельки подъема это тоже имитация столбика с накидом, считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Для начала мы делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И по узорчику мы здесь делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. Итого получается 5 воздушных петелек. А теперь делаем накид, возвращаемся сюда же, в этот же столбик, ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим петельки на крючке. Накид, еще раз ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, держим петельки на крючке. И накид, третий раз точно так же делаем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Дальше смотрите внимательно, все петельки 4 держим на крючке, дальше накид. Смотрите, пропускаем 4 столбика, раз, два, 3, 4, идем в пятый. Нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Видите, все держим на крючке. Накид второй раз также сделали. И третий раз также сделали. Вот, и теперь получается у нас 3 петельки, вот эти, 3 петельки первые и петелька на крючке. Итого 7 петелек. И тогда уже провязываем все вместе и обязательно зафиксировать. Понятно? То есть у вас получается как бы галочка наоборот перевернутая. Далее 4 воздушные петельки. Раз, два, три, 4. Теперь провязываем все то же самое. Ныряем, получается, вначале в этот столбик. И провязываем 3 неполных столбика. Раз, с накидом, да? 2, 3. Теперь пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый точно так же провязываем. Раз, два, 3. И когда у нас 7 петелек, да, мы их провязываем все вместе. Оп, сразу же одной петелькой провязали и зафиксировали. Вот. Еще одна такая вот галочка, которая как бы, перевернута наоборот, да. Опять 4 воздушные петельки. Раз, два,
3, 4 и так далее. Повторяем опять в этот же столбик, да, делайте 3 столбика неполных, провязывайте и пропускайте 4 столбика. Раз, два, три, 4 и в пятый повторяйте точно так же. И вот так вот до конца ряда. Понятно, да? Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наша первоначальная красота, как мы заканчиваем ряд. То есть мы провязали в последней, получается, третью петельку подъема, да, вот такую вот одну половинку нашей, так скажем, рогаточки, арочки. Далее делаем 2 воздушные петельки, как в начале ряда. Раз, два, накид. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик, в котором мы только что провязывали, да, и провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, у нас точно так же начался ряд. Далее воздушная петелька, поворот. И провязываем сюда же в верхушку этого столбика столбик без накида. Есть. А далее ныряем вот в эту арочку, которую мы сделали из воздушных петелек, и провязываем 3 столбика без накида. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Далее 2 воздушные петельки. Раз, два. И перепрыгиваем вот сразу же вот в эту большую арочку. Провязываем в эту арочку 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. Опять делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И в арочку 5 столбиков без накида. Вообще не сложный ряд, согласитесь, да? Раз, два, 3, 4, 5. И так далее до конца ряда. То есть опять 2 воздушные петельки и в следующую арочку. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем наше вязание? У нас вот такая маленькая арочка из 2 воздушных петель. Помните, да? Мы, получается, провязываем в нее 3 столбика без накида. Раз, два, 3. А потом в третью петельку подъема мы провязываем столбик без накида. Этим заканчиваем ряд. Аккуратненько в третью петельку и столбик без накида. Вот так наш ряд будет закончен. Идем далее. Итак, смотрите, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, 3, поворот. И теперь мы будем работать вот с этой вот арочкой. Накид. В арочку эту ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. Накид в арочку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. Накид в арочку нырнули, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп. 4 петельки на крючке, и сейчас мы их провязываем сразу же вместе. Оп, обязательно зафиксировали. 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И возвращаемся сюда же, в эту же арочку, и будем провязывать вот такую вот галочку наоборот. Итак, раз, два, 3. Держим все петельки на крючке. Накид. Перепрыгиваем наши столбики вот в следующую арочку. Раз, два, 3. Теперь все петельки провязали за один раз и обязательно зафиксировать. Поняли, да? То есть сейчас мы провязываем как самый первый ряд, только будет у нас как бы в шахматном порядке. Здесь у нас половинка нашей рогаточки, здесь уже полная рогаточка. Поняли, да? Опять 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. И опять сюда же в эту арочку вначале провязываем. Раз, два, 3. А потом перепрыгиваем в следующую арочку. Раз, два, 3. Все петельки провязали вместе и обязательно зафиксировали. Угу. Понятно? Все то же самое, только в шахматном порядке. Давайте до конца ряда самостоятельно, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Растет наш узорчик. И мы сделали, получается, половинку нашей вот этой вот как бы рогаточки наоборот, да, и заканчиваем ряд. Получается, заканчиваем мы вот наш последний столбик без накида. Провязываем просто обычный столбик с накидом. И все, и наш ряд закончен. Угу. Далее, смотрите, воздушная петелька, поворот. Сюда мы сделаем столбик без накида. Есть. Дальше воздушная петелька, одна здесь будет. И дальше переключаемся в арочку и провязываем 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки. Раз, два. То есть мы повторяем полностью второй ряд нашего узорчика. И опять переключаемся в следующую арочку и провязываем еще 5 столбиков без накида. Раз, два, 3,
4, 5. Поняли, да? И так далее провязывайте до конца ряда. Точь-в-точь мы делаем, как мы делали во втором ряду. Все, давайте до конца ряда. Встречаемся в конце ряда. Так, смотрите, вот мы провязали практически до конца ряда. И как мы заканчиваем, да? Вот мы сделали наши 5 столбиков без накида. И далее мы делаем всего только одну воздушную петельку. И вот у нас 3 петельки подъема было. Мы к ним присоединяемся столбиком без накида. Все, наш ряд готов. А далее мы с вами будем повторять точь-в-точь, как самый-самый первый ряд. Итак, вспоминаем. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И тут у нас было 2 петельки, да, помните, по узорчику. 1, 2, то есть как бы пол арочки. Далее, смотрите, делаем накид и возвращаемся сюда же. Угу. Сюда же вернулись и начинаем провязывать наши 3 неполных столбика. 1, 2, 3. Накид. Переключаемся вот в эту арочку из 2 воздушных петелек и провязываем еще 3 столбика. 1, 2, 3. Провязали все вместе и обязательно зафиксировали. И опять 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поняли, да? Возвращаемся опять же в эту арочку и так далее провязываем. Смотрите, сам по себе узорчик это 2 ряда. Получается, вначале вот эти галочки наоборот, да? А потом возвращаемся арочками. Дальше опять идут галочки, те же самые, но просто в шахматном порядке. Галочки, арочки, галочки, арочки. То есть узорчик 2 ряда, а вертикальный раппорт 4 ряда. 1, 2, 3, 4. Потом 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И все, никаких сложностей. Давайте увеличим наш образец несколько рядочков. Те мастера, мастерицы, кто умеет читать по схемке, схемка такая схематичная, ну как бы простенькая, да, нарисована. Смотрите схемку, сами себя контролируйте. Новички, кто еще не умеет работать со схемками, посмотрите. Там все настолько доступно и понятно, что вы сразу все поймете. Итак, увеличиваем наш образец и встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая красота. Как вам? Смотрите. Красота у нас двусторонняя. Выбирайте любую сторону, какая вам нравится. Такая у вас будет лицевой. Вот так вот тянется. Но это хлопок, понятное дело. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Получается, хлопок не сильно будет тянуться. Ну, с различным добавлением, да, пряжи. Что это может быть и микрофибра, может быть и акрил, может быть с добавлением шерсти, почему бы нет, шарфик, палантинчик, а почему бы нет, да, красота. Секционная пряжа будет очень интересно. Опять же, захотите остаточки, если, да, в дело пустить, то, например, каждый треугольничек вот этот вот, да, может быть каждый ряд новым цветом, почему нет. Ну, в принципе, смотрится очень даже неплохо, согласитесь, да. Давайте замерим нашу красоту. Я, получается, набирала 31 воздушную петельку. Образец такой маленький, потому что крючок тоненький, ниточка тоненькая. И у нас получается 31 воздушная петелька. Моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания это 11 сантиметров. Вот. И тут получается каждый вот этот вот треугольничек, да, посчитаем как за 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так. И первый, самый, 13 набирала. Это у нас получается, ну вот, 8 с хвостиком 8,3, 8,4 сантиметра. И смотрите, как удобно можно закончить, да? То получается, здесь, где у вас идут арочки, вы провязываете точно так же столбики с накидом, и красота. Если это палантинчик, не забывайте по бокам делать столбики, да, дополнительные, чтобы у вас, как бы, ну, такие кромочные столбики были. Вот такая красота. Несложно, совсем не сложно, да? Ну, дырчатый, ну что теперь? Ну, вот такой вот интересный, если это летний, да, пряжа, то вот такой летний узорчик. Опять же, повторюсь, пробуйте на любой пряже, чтобы можно было связать и кардиганчик, и кофточку, и, возможно, это может быть шарфик, снудик и так далее, и так далее. Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Кто не вязал, давайте придумывайте, пишите в комментариях. Итак, надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Большая к вам просьба, ставьте лайки, пишите комментарии, даже оставляйте смайлики, может быть палец вверх, то есть просто показать, что действительно вы посмотрели, вам понравилось. Ну, естественно, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки, делитесь с друзьями и подружками, сохраняйте себе в свои плейлисты, вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и встретимся в новых видео. Пока-пока!